Вот если вы соучаствуете, то у вас будет забираться энергия. А если вы живете, то энергия будет появляться. Дело в том, что я уже говорил сегодня, тот, кто соучаствует, то это выглядит так. Постоянно быть Я понимаю вас. Постоянно быть в ритме новостей, постоянно смотреть там, какие события проходят и так далее. Но вас это измотает. Если это делать утром, в обед и вечером, вас измотает. К чему это придет? Начнутся неприятности. С чем они связаны? Неприятности связаны с тем, что если ты не участвуешь в войне, то ты должен вспомнить свою миссию. Какая ваша миссия? Поставить богатый равняется чувства, которые радостные, бедные обводим чувства, которые страдальческие. Тогда как можно изменить свою судьбу для того, чтобы просвет пошел? Андрей Андреевич, расскажите, как на фоне войны и новостей восстановить пси-энергию? Как снова обрести или приобрести звучание силы, личной силы, заряда положительной и созидательной энергии? Спасибо, любим вас. В эти времена информация, которую вы должны получать, вы должны для себя определиться. Это определение, оно должно быть таким. Я понимаю, вы устали, вам нужно знать новости и так далее. Но вы должны определиться, вы соучаствуете или живете. Вот если вы соучаствуете, то у вас будет забираться энергия. А если вы живете, то энергия будет появляться. Дело в том, что я уже говорил сегодня, тот, кто соучаствует, то это выглядит так. Постоянно быть Я понимаю вас. Постоянно быть в ритме новостей, постоянно смотреть там, какие события проходят и так далее. Но вас это измотает. Если это делать утром, в обед и вечером, вас измотает. К чему это придет? Начнутся неприятности. С чем они связаны? Неприятности связаны с тем, что если ты не участвуешь в войне, то ты должен вспомнить свою миссию. Какая ваша миссия? Вот лично у вас, Инга Житня, миссия такая. У вас есть ребенок, он должен вырасти. Этот ребенок должен, или два ребенка, по-моему, у вас даже. Есть мама еще. Вашему ребенку нужно дать образование, ему нужна будет квартира, ему нужно и второму ребенку нужно будет обеспечить в дальнейшем хотя бы там до 20, до 30 лет возможность получить и хорошее образование и так далее. Скажите мне, кто это должен сделать? Бог или вы? Так вот, вам необходимо там отключить и переключиться на то, что называется жить ради кого-то. Жить ради себя, жить ради идеи, жить ради своих детей. Включить вот эту пси-энергию, как я обычно это говорю, психануть. То есть психаните на то, перестаньте смотреть новости, перестаньте в этом участвовать, перестаньте в это погружаться, найдите вновь энергию и начинайте созидать, посвящая каждый день своим детям, их будущему, своему будущему. Ну вот так. Как энергетически увеличить энергию? Андрей Андреевич, расскажите, как на фоне войны и новостей восстановить пси-энергию? Как снова обрести или приобрести звучание силы, личной силы, заряда положительной и созидательной энергии? Спасибо, любим вас. Когда его может отпустить? Он должен стать на противоположную сторону. На противоположной стороне нужно сказать себе: я идиот, и вывод: больше никогда, никогда никому не займу. И дальше: я не лох. Человек говорит: я больше никогда никому не займу, я не лох. А вот этот, кто у меня занял, отдаст мне только другим способом. Это время кризиса, и это время, когда необходимо пересматривать свое мировоззрение. Свое мировоззрение необходимо пересматривать в сторону: первое, что я умею делать, тире, этим и буду заниматься. Второе, я ничего не умею делать, тогда чему я могу научиться быстро? Третье, если я обучаться не могу, если я ничего не умею, то третье, где я могу себя применить? То есть работать нянькой,
Ну и так, я обычно говорю, что не наши мысли создают будущие события, а наши чувства создают будущие события. Чувства, которые формируются сегодня, которые формируются ежедневно и формируются сейчас, создают события в будущем. Вот. Нервы сегодня создадут плохие события завтра. Переживания сегодня создадут плохие события завтра. Радость сегодня создаст прекрасные события завтра. Не можете сделать вывод. Каким образом необходимо сделать вывод и какой он? Смотрите, те выводы, которые вы делаете сейчас, эти выводы, они не могут помочь вам справиться с чем-то. Тогда вывод находится на другой поверхности. Если нарисовать это все, то будет выглядеть так. Вот смотрите, э, допустим, у меня забрали деньги, своровали и заняли. У меня забрали деньги, своровали, заняли сначала, потом своровали. Человек не выходит на связь, я обижаюсь, это последние деньги, меня это беспокоит. Я очень злюсь на этого человека. Смотрите, человек обычно говорит, этот человек виноват. Второе, я в чем-то виноват и так далее. Для кого это вывод? Если человек так думает, я виноват там, или кто-то виноват, то решение не приходит. То есть, если человек злится на того человека, который занял деньги, если он его ненавидит, то он решения не принимает. Когда его может отпустить? Он должен стать на противоположную сторону. На противоположной стороне на противоположной стороне нужно сказать себе: я идиот. Как справиться с обидой на сына? Вы должны сделать вывод. Я к ней ездил, и она очень интересная. Она вычитывала молитвами, яйцом, воском выливала, и у нее было целый ряд вот таких очень нетрадиционных и очень таких необычных способов лечения человека. И они были очень эффективны, потому что люди к ней шли в большом количестве. Где медицина не может помочь, такие люди помогают. И мне помогла, кстати. У меня была проблема, она мне помогла. И я ее попросил, заплатил ей там какие-то деньги. Она очень бедный человек. Ну, не берет ничего она там за свои вот эти вот все темы. Там скажет, люди ей бросят. Там, если дадут ей что-то, хорошо. Если не дадут, то она специально ничего не просит. То есть как бесплатно. Но бедственное такое существование она вела. Муж еще у нее там такой постоянно нетрезвый, сколько раз я приезжал. Я ей заплатил деньги и говорю, вы бы могли мне хоть немножко там что-то рассказать, как вы делаете. Она мне показала, как яйцом она выкатывает, к списку того, как это делают все остальные, какую молитву читает, как воском отливает, и там она еще на олово отливала и так далее. И интересный ряд таких нетрадиционных способов в мою копилочку, которыми она лечит людей. Вот один из нетрадиционных способов – это пить каленую воду. То есть необходимо было брать гвоздь, его накалять, этот гвоздь, опускать его в холодную воду, так несколько раз делать, после этого выпивать. Вот если у женщины климакс, если она такую воду пьет, то климакс отступает. И я об этом рассказал на своем семинаре «Тибетская формула спасительные рецепты» просто так, потому что у меня есть ну, сотни просто людей, которым я такое советовал, и они действительно избавились от климакса в дальнейшем. А кто не переживал климакс, тот, конечно, не поймет, какие это страдания. Гипергидроз на фоне климакса, приливы, плохое общее самочувствие, кровотечение там, и прочее, прочее, что может быть. Приливы, это все изматывает, люди становятся нервными, беспокойными, и это, как правило, очень сложно лечится. Есть, что там сальфея попили, или там морковку попили, или там какую-то таблетку гормональную, и все прошло. А есть люди, которые могут болеть там до 5 до 7 лет, и это их очень истощает. Ну и вот для таких людей, как альтернатива медицине, которая советовала эта женщина, я дал. Почему? Почему? Откуда столько хамства? Почему? Это же некрасиво. Почему нужно думать как хам, жить как хам, ругаться по-хамски и общаться по-хамски? Я многократно об этом говорил даже во время проведения своих морских курсов. Это было наглядно, постоянно. Приезжают жители и начинают постоянно ругаться. То есть нужно, не нужно, при общении с учителем вечный мат.
Что это такое вообще? Это и называется дно. Помните, я говорил, низменные чувства, поесть, поспать, поматериться и возвышенные к Богу, понимаете? Вот так. У меня в семье сложилась непростая ситуация. В свои 27 я до сих пор живу с родителями, работаю. В последнее время мы часто и слишком резко начали ссориться из-за того, что им не нравится мой мужчина. Они буквально внушают мне, что он меня не любит, использует, найдет другую, а меня выбросит. И видимся с ним в 2 недели на выходных, так как он работает в другой области. Я обычно говорю, что не наши мысли создают будущие события, а наши чувства создают будущие события. Чувства, которые формируются сегодня, которые формируются ежедневно и формируются сейчас, создают события в будущем. Вот нервы сегодня создадут плохие события завтра. Переживания сегодня создадут плохие события завтра. Какая ваша миссия? Вот лично у вас, Инга Житня, миссия такая. У вас есть ребенок, он должен вырасти. Этот ребенок должен, или 2 ребенка, по-моему, у вас даже. Есть мама еще. Вашему ребенку нужно дать образование, ему нужна будет квартира, ему нужно и второму ребенку нужно будет обеспечить в дальнейшем хотя бы там до 20, до 30 лет возможность получить и хорошее образование и так далее. Скажите мне, кто это должен сделать? Бог или вы? Так вот, вам необходимо там отключить и переключиться на то, что называется жить ради кого-то. Жить ради себя, жить ради идеи, жить ради своих детей. Включить вот эту пси-энергию, как я обычно это говорю, психануть. То есть психаните на то, перестаньте смотреть новости, перестаньте в этом участвовать, перестаньте в это погружаться, найдите вновь энергию и начинайте созидать, посвящая каждый день своим детям, их будущему, своему будущему. Ну вот так. Как энергетически увеличить энергию? После ссор с родителями. Начинаю сомневаться в его чувствах ко мне. Скажите, как мне себя вести с ним? Действительно ли он меня любит? Или правда использует? Есть ли у нас с ним будущее? Спасибо заранее за ответ. Ваша ученица 2 ступени. Все дело вот в чем. В случае, если ваши родители, они счастливо живут, и у них счастливый брак, они прожили в любви, у них радостные отношения были. В случае, если у них радостные отношения, они живут давно. В случае, если мама такая счастливая у вас, там радостная, то тогда их комментарий, к ним следует прислушаться. В случае, если ваша мама, она там выпивает постоянно, там нервная, матерится, всех ненавидит, там у нее ничего не получается ни в жизни, ни в бизнесе, как попало живут с отцом и так далее, то тогда не нужно слушать то, что они говорят. Здесь еще не очень понятно, сколько по времени у вас идут отношения. Если мужчина хочет отношений с женщиной, то он не должен приезжать раз в 2 недели. Он должен взять свою женщину, и вместе с ней начать жить, увести ее к себе, там, получается, не получается, и начать отношения, начать жить. Или приехать к своей женщине и начать жить у нее. Это такая особенность. А когда раз в 2 недели, это даже отношениями назвать ну, и сложно, и не нужно. Расти, может ли человек, который выбирает путь целителя, проходить стенания? Естественно. Для того, чтобы, вот смотрите, еще если человек не делает выводы в своей жизни, то есть он не сделал выводы в своей жизни, то его жизнь может заставить испытать стенания. Мы так устроены, что каждое событие, которое появляется в нашей жизни, фактически является событием, из которого мы должны сделать вывод. До момента, пока человек не делает определенный вывод, его мучают какие-либо качества. То есть вот вы не сделали вывод, и вас события эти мучают. На него отвечу в сегодняшнем вебинаре по эзотерике, который будет проходить в 18:00. И именно сейчас он проходит. Для того, чтобы знать тайны, вам необходимо начать заниматься эзотерикой. Несколько слов об этом. Как это сделать? Прямо сейчас, или сегодня, или в любой другой день перейдите на мой сайт Дуйко Гуру и начните изучать 1 ступень или первую обновленную ступень эзотерической школы Кайлас. Это 10 занятий, каждое занятие по 2 или по 3 часа. Всего получается 30 часов информации,
Это тайные знания, которые в обычном таком виде получить практически невозможно. Помните, я когда-то говорил, обычно человеку плохо и проблемы возникают в тот момент, когда человек определенным образом живет. Вот на примере, допустим, богатых и бедных людей. Неважно, из-за чего человек становится богатым, потому что есть одна сторона, там много трудился, много работал, там был более хамовитый или более хитрый, там добился результатов, во власть ворвался и так далее, смог там забрать, своровать, намутить, отмутить и так далее. Ну и второй вариант, там очень умный, начал зарабатывать, сделал свою компанию, заработал деньги сам своим путем, там все смог купить и так далее. И если это убрать, то есть это конкуренция по принципу ума или силы, и оставить чувства, потому что я как эзотерик обычно обращаю внимание немного на другие элементы. Я обычно говорю, что не наши мысли создают будущие события, а наши чувства создают будущие события. Чувства, которые формируются сегодня, которые формируются ежедневно и формируются сейчас, создают события в будущем. Вот. Нервы сегодня создадут плохие события завтра. Переживания сегодня создадут плохие события завтра. Радость сегодня создаст прекрасные события завтра. Почему так устроено? Смотрите, богатый человек, у него больше там возможностей одежды, есть где жить, есть где спать, его любят, он там здравоохранением пользуется, там платным и так далее. То есть он больше в комфорте находится, радости больше. Второй человек бедный, нет возможности на здравоохранение, зубы лечить, нет возможности детям что-то покупать, на работу устроиться невозможно, жить не за что, там пенсию не получаю и так далее. Это приводит к большому количеству страданий, появляется чувство страдания. Если убрать, где больше чувств, то у богатого. Если убрать богатый и убрать бедный, то получится даже не так. Поставить богатый равняется чувства, которые радостные, бедные, обводим чувства, которые страдальческие. Тогда как можно изменить свою судьбу для того, чтобы просвет пошел? Помните, я говорил, что человек устроен по принципу воздушного шарика. Вся наша жизнь – это некая гора, по которой карабкается человек. Наша жизнь – это гора навстречу к Богу, к большой духовности, к большому гуманитарному росту, к человеколюбию и так далее. Вот так устроен человек. У него есть две силы. Одна может его приводить к тому, что он будет скатываться, а другая может приводить к тому, что он будет подниматься. И вот здесь находится душа, которая реагирует на наши чувства.